Привет, я Технолодж. Это значит, что сейчас ты узнаешь кое-что интересное. Начнем. Шел 2011 год. Тогда любитель уточек управлял страной. Шаттл Discovery совершил свой последний полет. В мире стало 7 миллиардов человек, и не стало Стива Джобса. Google запустила ныне мертвую социальную сеть Google+, а Wikileaks начал публиковать The Spy Files – тысячи страниц и материалов, рассказывающие о мировой индустрии массовой слежки. Месяц спустя, 5 января 2012 на нескольких досках имиджборда 4chan появилась вот эта картинка. Привет, мы ищем лиц с высоким интеллектом. Чтобы найти их, мы придумали тест. Сообщение спрятано в этом изображении. Найдите его, и оно укажет, как найти нас. Ожидаем с нетерпением тех немногих, кто сможет пройти весь путь. Удачи! 3301. Какое здесь может быть сообщение? 3301? Что это? Простое число, а загадка какая-то совсем непростая. Какой-то сложный IQ-тест или шутка? Может быть, ответа вообще нет? Он есть, просто он очень хорошо был спрятан внутри самой картинки. Открыв картинку с помощью блокнота, в ее коде можно было увидеть спрятанное послание. Тиберий Клавдий Цезарь говорит, и какой-то зашифрованный код. Очередная загадка. Глядя на начало зашифрованного послания, несложно догадаться, что это простой шифр со сдвигом, который нам дает ссылку. Нужно лишь угадать количество символов, на которые нужно сдвинуть алфавит, чтобы расшифровать сообщение. Но здесь был необычный шифр Цезаря. Нужно было сдвигать не только алфавитные символы, но и символы клавиатурные. А это было сложнее, потому что закономерность была неочевидна. Тиберий Клавдий Цезарь был 4-м римским императором. Так что, сдвинув символы на 4 алфавитных знака, получили ссылку, которая вела... Упс, это тупик. Похоже, вы не можете догадаться, как решить сообщение. Конечно же, это был не тупик. Здесь тоже было спрятано сообщение, тоже внутри самой картинки, только теперь с помощью цифровой стенографии. Для этого нужна была программа OutGuess. Эта программа умеет прятать скрытые сообщения внутри JPEG-картинок. Уточка отправляла пользователей на subreddit, где просто глаза разбегались от ужаса. Куча постов с непонятным набором букв, цифры майя и 2 странные картинки. Эти зашифрованные наборы букв оказались поэмой о короле Артуре. С помощью книжного шифра оттуда был получен телефонный номер. Все, похоже, это конец, можно звонить и устраиваться в какой-нибудь Google или службу национальной безопасности, но нет, все только началось. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Некоторые участники позвонили в телефонную компанию, которая обслуживала этот телефонный номер, и с помощью социальной инженерии убедил их... Если что, это способ, которым хакеры убеждают людей в компании предоставить им доступ к серверам, выдавая себя за руководителя компании, спецслужбы, ну и так далее. Предоставить им данные об этом телефонном номере. Но сотрудники поддержки не смогли получить доступ к этим данным, что довольно странно. Этими числами оказался размер картинки в пикселях по горизонтали и вертикали, перемножив который получился вот такой сайт. Зайдя на него, участники обнаружили счетчик. По истечению счетчика там появилось 14 географических координат, разбросанных по всему миру. Добравшись до места, решатели обнаружили белый плакат с изображением цикады и QR-кодом. И вот тут многим участникам стало действительно не по себе. Это уже не просто какая-то странная интернет-головоломка, а целое мировое сообщество. Конечно, это могла быть какая-нибудь ARG, но участники тогда точно этого не знали. ARG — это игра в альтернативной реальности. Чаще всего это промо-компания по продвижению какого-нибудь фильма, сериала или события. Например, ранее пользователи браузера Firefox обнаружили у себя новое расширение. Это было началом промо-компании ARG по продвижению сериала «Мистер Робот». Кстати, ставь лайк, если смотришь 4-й сезон. Но загадки цикады уж слишком сложные, чтобы это было похоже на ARG, потому что большинство с ними просто не справляется. Да что там, большинство целилось на первой же картинке. Участники однозначно еще не знали, что это не ARG, но с интересом продолжали разгадывать загадки.
Плакаты привели участников к 2 загадкам и сообщению. Цикаде очень не понравилось, что участники начали объединять усилия в решении загадок. Вы слишком сильно распространялись. Нам нужны лучшие, а не последователи. Только первые несколько получат приз. У некоторых посреди ночи раздался телефонный звонок, и там прозвучала сирена. Похоже, это означало конец игры для участника, который объединял усилия. Так как цикада принимала звонки, могла и позвонить каким-то участникам, а также узнать информацию об этих телефонных номерах. Подсказки привели к 2 интересным книгам. Первая – «Агриппа. Книга мертвых». Книга Уильяма Гибсона, которая самоуничтожалась после прочтения. Она была на дискетах. Была и бумажная версия со специальными чернилами, которые испарялись при контакте с воздухом. Вторая книга – это британская энциклопедия в 29 томах. «Найди мое имя», говорилось в сообщении. Открыв главу про цикаду, можно было с помощью очередного книжного шифра собрать ссылку, которая вела на сайт Onion. Кстати, про мое имя. Это нам кое о чем говорит. Об этом я расскажу позднее. Так, прошел целый месяц изнурительного брейншторма и решения сложнейших задачек. Они требовали от участников навыков шифрования, внимательности и высокой сообразительности. В том же Subreddit обнаружили послание, что путешествие длиной в месяц закончилось, и что 3301 нашли тех, кого искали. Одним из тех, кто решил головоломку, стал 15-летний парень Маркус. Вместе с другом и несколькими другими решателями они целый месяц ломали голову над этими загадками, пока 2 из них в конце не получило сообщение на свой электронный ящик. Это было письмо от цикады, в котором говорилось: Не делитесь этой информацией. Вы все задались вопросом, кто мы такие, и теперь мы скажем вам, что мы международная группа. У нас нет названия, у нас нет символа, у нас нет списка участников. Мы группа людей, которые доказали себя так же, как вы, прошедшие этот конкурс по набору. Мы объединены общими убеждениями. Внимательное прочтение текстов, использованных в конкурсе, раскрыли бы некоторые из этих убеждений. Что тирания и угнетение любого рода должны быть прекращены. Цензура неправильна, а конфиденциальность является неотъемлемым правом. Мы не являемся хакерской или преступной группой. Мы не занимаемся незаконной деятельностью, а также наши члены. Если вы занимаетесь незаконной деятельностью, мы просим прекратить вас любую незаконную деятельность или отказаться от членства в нашем сообществе. Если вы откажетесь, мы не будем задавать вопросы. Но если вы согласитесь и соврете нам, мы узнаем. Вы, несомненно, задаетесь вопросом, что же мы делаем. Мы очень похожи на мозговой центр, в том, что наша основная задача – исследование и разработка методов, которые бы защищали свободу конфиденциальности. Вы, несомненно, слышали о нескольких наших прошлых проектах. Если вы примете членство, мы будем рады, если вы поможете нам с будущими проектами. Это не все сообщение, самое важное, что я из него выделил. Так, в секретном чате цикад в теневом интернете оказалось около 20 человек, прошедших головоломку. Им дали никнеймы и предложили создать проект в рамках цифровой свободы. Участники накидали кучу идей, выбрали одну и начали над ней работать. Они назвали его CAKES – Cicada Anonymous Key Escrow System. Эта система – программа, которая должна была помочь осведомителям, вроде Эдварда Сноудена, которые работают с секретной информацией и хотят ее слить. Но участникам не было предложено ничего взамен, только волонтерская работа на энтузиазме. Несложно догадаться, чем это закончилось. Постепенно участники теряли интерес, пока к концу года Маркус не остался единственным, кто еще хоть как-то работал над проектом. Он заявил: «Ребята, мне 16 лет, я не умею создавать криптосистемы, мне нужна помощь». В итоге он дал несколько идей и советов насчет загадок для нового квеста, чтобы отобрать людей с необходимыми навыками. 5 января 2013. Вновь загадка от цикады. Привет снова! Наш поиск людей с высоким интеллектом продолжается. Первая подсказка спрятана в этом изображении. Ну, а дальше вы знаете. Череда сложных загадок привела к Linux-системе цикады, странному опросу, в Twitter и даже к музыке. Описать все загадки понятным языком просто невозможно. Во всяком случае, я на это не способен. В 2013-м цикады снова вывела людей на улице. Снова в нескольких точках по всему миру появились плакаты с изображением цикады. На этом самом месте в Москве в 2013 году висел точно такой же плакат цикады. И несмотря на то, что цикада была против сотрудничества участников в решении загадок, нужно было собрать несколько плакатов для того, чтобы собрать специальный код, с которого можно было дальше получить ссылку на Onion сайт.
Так что, несмотря на то, что цикада была против, одновременно с этим и поощряла координацию участников. Что-то непонятное. Так что, возможно, здесь цикада провела небольшую работу над ошибками. Поняла, что сотрудничество все-таки нужно, иначе люди перестают работать в команде и работать над проектом, который нужно, чтобы работала над ним команда. На этом Onion сайте оказалась куча странных вопросов, которые похожи на те, что задают при приеме в корпорацию, вроде Google. Вопрос. Вы не можете войти дважды в одну реку. Варианты ответа. Правда, ложь, не определился, бессмыслица, ну и так далее. Вопрос. Это неправда. Ответы. Правда, ложь, не определился, бессмыслица, ну и так далее. Вопрос. Два человека стоят у озера. Красивое отражение в воде, говорит первый. Второй говорит: я не вижу отражения, но вижу множество изумительных рыб, растений и камней в воде. Кто из них врет? В конечном счете, несколько человек, кто успел создать TCP-сервер, получили письма от цикады. Это Нокс. Он был одним из примерно 5 человек, кто справился с квестом 2013 года. Он получил письмо от цикады, где говорилось, что нужно проявить терпение. Но после контакт с цикадой пропал. То есть, по итогам квеста 2013 года никто не попал в цикаду. Почему? Никто не знает. Тем временем Маркус не получил долгожданной подмоги и бросил работу над печенькой. В один день цикада закрыла сайт для разработки Кейка и уволила всех участников, набранных по итогам квеста. Довольно примечательно, что это произошло в тот момент времени, когда случилось раскрытие Эдварда Сноудена. Наверняка здесь есть взаимосвязь. А может и нет. Но я предполагаю, что цикада расстроилась, разозлилась, что их идея, которая теоретически могла помочь Сноудену, не была закончена. А ведь на это ушло много усилий. Но на самом деле в случае Сноудена это бы не помогло. В общем, у него особый случай, и там бы это не сработало. Но цикада тогда, я думаю, этого еще не знала. Суть в том, что квесты 12 и 13 годов, по сути, оказались провальными. 2014. Вновь сообщение, на этот раз в Твиттере. Загадки стали просто невероятно сложными, что уже практически никто не мог с ними справиться. Их череда привела участников к 58-страничной книге Liber Primus, написанной рунами. Очевидно, она была написана самой цикадой и является что-то вроде их манифеста. Внимание! Эта книжка до сих пор не разгадана. За 5 лет всему сообществу удалось разгадать лишь 17 страниц. Все дело в том, что разные страницы зашифрованы по-разному и, по всей видимости, несколькими слоями различного шифрования. Тут и деревья Фибоначчи, и музыкальные ноты, и хрен знает что еще. 5 лет очень талантливые люди со всего мира ломают голову над книжкой из 58 страниц и справились меньше, чем с половиной. И раз целое сообщество за 5 лет не может разгадать это, по-моему, цикада чуть-чуть перестаралась. Таким образом, загадка 2014 года до сих пор не разгадана. Команда Нокса, в которой, кстати, и Маркус тоже, вот уже 5 лет каждую неделю собирается, чтобы попытаться найти новое решение. Люди пишут различные программы и ищут и по сей день не оставляют попытки расшифровать оставшиеся страницы, которые приведут их к ответу. Ребята застряли, испробовав за 5 лет невообразимое множество способов. Разумным путем со стороны цикады была бы подсказка, потому что только представьте, что все эти ребята успели бы сделать в цикаде за 5 лет, какое бы офигенное приложение, точнее кучу приложений, они могли бы написать. Да и сами участники могли бы скооперироваться и начать писать какое-то приложение, и только представьте, что они могли бы тоже создать, что там, что там. Но в итоге все упирается, в какой-то идиотской головоломке, которая сдерживает невообразимый талант. Но на самом деле все довольно просто. Чтобы расшифровать руны, нужно обратиться к гадалкам из Инстаграма. Но все же, что это вообще за тайное общество? Может, здесь лучше и не искать ответа? Путешествуя по этой истории, испытывал невообразимое чувство чего-то удивительного, даже немножко магического. А как вы знаете, вся магия пропадает, когда узнаешь, как фокусник делает свой фокус. И все же, если вам все еще интересно, кто они такие, я могу дать вам ответ, который немножко удовлетворит ваше любопытство. И это
очень интересно, и я советую досмотреть до конца. То, что Цикада не платила своим участникам, на самом деле довольно много говорит об этой организации. Я отчетливо вижу, что это группа энтузиастов, у которых есть свои идеи, идеалы, они работают над ними. Но со своими тараканами в голове. Только вспомните, какую литературу они использовали. Я, кстати, рассказал не обо всей литературе. Также, например, была книжка Алистера Кроули, по сути, оккультиста и мага. А также вспомните Liber Primus. Если читать переведенные, расшифрованные некоторые его страницы, можно вообще ужаснуться и подумать, что это какая-то религиозная секта. Кстати, именно это говорил один аноним в своем сообщении. Он утверждал, что от цикады нужно держаться подальше, потому что он находился там в течение 10 лет и занимал важное место. А 3301 цикада является религиозной сектой, замаскированной под прогрессивную научную организацию. Есть причины как и прислушаться к этому сообщению, так и причины его игнорировать. Оно появилось за несколько часов до начала квеста 2013 года, что как минимум подозрительно. Но с чего мы вообще взяли, что они называются цикада? По сути, мы видели только изображение цикады. Вспомним мое имя. Это была глава цикаде, то есть их имя цикада. И если взять PGP-ключ, можно также увидеть, что написано цикада 3301. Хотя они утверждают, что у них нет имени. Немножко они себе противоречат, хотя в любом случае теперь имя у них точно уже есть. Ну хорошо, отложим цикаду. 3301, что это такое? Я до последнего думал, что это какой-то конкретный человек. Но в самый последний момент я понял, что ошибался. Почему я так подумал? В конце письма, которое получили участники, после 3301 была подпись «Аноним». То есть 3301, видимо, какое-то просто сообщение без особого смысла. Наверное, что-то вроде слова «давай» в конце телефонного разговора. Просто какой-то обряд. И все же, почему именно цикада? Публичный доступ к надежному шифрованию и свобода информации. Такие идеи были на заре интернета. В частности, эти идеи были в Калифорнийском университете в Беркли. Отделение информатики университета было одним из мозговых центров сопротивления в первых криптовойнах. Тогда электронная почта была практически открытой, и группа хакеров начала бороться за конфиденциальность и цифровые права. Это были аспиранты, профессора и просто сотрудники университета. Впрочем, не только в этом университете были эти ребята. Они называли себя шифропанки. Они желали создавать системы для шифрования и анонимного общения и сделать их доступными. В начале 90-х существовала такая штука, как email-листы. Отправляешь электронное письмо на доменный адрес, и все участники этого доменного адреса получают этот email. Что интересно, одним из главных доменных адресов университета в Беркли был cicada@berkeley.edu. По-моему, это слишком, чтобы быть совпадением. Но это не все. Эрик Хьюз, который создал эту рассылку, профессор этого университета, позже напишет манифест шифропанка и создаст email-лист шифропанков. По сути, сервер цикады был прародителем движения и рассылки шифропанков. В список этой рассылки входили такие люди, как разработчик Тор Джейкоб Эпплбаум, создатель упомянутого ранее Wikileaks Джулиан Ассанж, создатель BitTorrent Брэм Коэн, создатель PGP-подписи, который цикада подписывала каждую свою загадку и сообщение, Филипп Циммерман, создатель смарт-контрактов и BitGold, предшественника биткоина, Ник Сабо, основатель Zcash Зуко Вилкокс О'Хирн, а также еще очень много влиятельных людей из этой сферы. В письме цикада писала, чтобы наверняка слышали об их разработках, и глядя на этот список, это действительно может быть так. Маркус и другие победители также рассказывали, что цикада основана группой друзей, разделяющих общие идеалы о безопасности, конфиденциальности и цензуре. Цель заключалась в том, чтобы работать как коллектив для разработки программ в соответствии с этой идеологией. Пока друзья вербовали других друзей, общество быстро разрослось до децентрализованного международного, а также они говорили, что существует уже очень давно. Также менторы цикады создавали впечатление, что цикада может влиять на крупные IT-компании, что также все это говорит о том, что это первые шифропанки, первые хакеры интернета. Много кто пытается вербовать людей с подобными способностями, поэтому цикада действует тайно, чтобы сберечь своих участников. Маркус. Silk Road, создатель биткоина Сатоси Накамото, хакер АНБ, все они допускали ошибки, которые позволили их так или иначе разоблачить. Но цикада за все время в своих загадках нигде бы то ни было еще не допустила ни единой, ни малейшей ошибки. Разве что, разумеется, было пару IP-адресов, на которые были лишь выходным узлом Tor, не более.
Эти люди прекрасно знали, что делают, потому что имеют колоссальный опыт работы с компьютерами, что также подтверждает, что это первые шифропанки. В конце концов, ребята все же нашли цикаду, жаль только на дереве. We found cicada. How fucking ridiculous is that? Надеюсь, вас, так же как и меня, эта история сподвигнет еще усерднее познавать этот мир, развиваться вместе с ним, а главное, следовать своим светлым идеям. С вами был Technology. Вы знаете, что делать.